Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А в этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот замечательную шаль крючком из пряжи Yarn Art Flowers. Номер цвета данной пряжи 256. В одном мотке 250 грамм и 1000 метров. Состав пряжи 55% хлопка и 45% полиакрила. Шаль буду вязать крючком 3,5. Схема узора достаточно простая. Раппорт состоит всего из 5 рядов. Мы вместе с вами попетельно провяжем с 1 по 13 ряд. Далее вы самостоятельно будете повторять с 9 по 13 ряд, то есть всего 5 рядов. Для вашего удобства в описании под видео я оставлю тайм-коды на каждый ряд. Если вам вдруг будет что-то непонятно, вы с легкостью можете перейти на нужный вам ряд. Схема узора достаточно простая, легко запоминается и быстро вяжется. Из одного такого мотка размер шали получается следующий. Размах крыльев 170 сантиметров и высота центральной линии 80 сантиметров. Если вас заинтересовал такой мастер-класс и вы хотите связать шаль вместе со мной, то добро пожаловать, и мы начинаем. Делаем первую петельку удобным для вас способом. Провязываем 4 воздушные петли. И соединяем кольцо в круг. Вставляем крючок в первую петельку и провязываем соединительный столбик. Вяжем первый ряд. В начале каждого ряда мы будем провязывать 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Провязываем 1, 2, 3 и 1 воздушная петелька по рисунку, то есть всего 4 воздушные петли. Дальше мы провязываем 3 столбика с накидом, вставляем крючок в центр круга, провязываем первый, второй и третий. Провязали 3 столбика с одним накидом, делаем 2 воздушные петли и провязываем еще 3 столбика с одним накидом сюда же в центр. 1, 2, 3. Заканчиваем первый ряд, делаем 1 воздушную петлю и 1 столбик с накидом провязываем в центр круга. Мы провязали первый ряд. Далее мы вяжем второй ряд. Опять 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по рисунку. Дальше под воздушную петлю предыдущего ряда, вот сюда вот в арочку, мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше провязываем над каждым столбиком по 1 столбику с одним накидом. В первый столбик 1 столбик с накидом, во второй столбик 2 столбик с накидом и в третий столбик 3 столбик с одним накидом. Здесь у нас идет центральная линия шали. Сюда мы будем всегда провязывать 2 столбика с одним накидом.
2 воздушные петли и сюда же в эту центральную арочку еще 2 столбика с одним накидом. С левой стороны повторяем. Над каждым столбиком провязываем по одному столбику с одним накидом. Первый, второй, третий. Под воздушную петлю предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. Мы провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля по рисунку. Сразу же в первую арочку мы всегда будем вязать 2 столбика с одним накидом. То есть начало ряда мы всегда будем вязать 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом сразу же в первую арочку предыдущего ряда. Далее мы провязываем над каждым столбиком по одному столбику с одним накидом. У нас должно получиться 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И в центральную арочку мы всегда будем вязать 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом. С левой стороны мы все повторяем. Сначала провязываем над каждым столбиком по одному столбику с одним накидом. У нас должно получиться 7 столбиков с одним накидом. И в конце ряда мы всегда будем под воздушную петлю предыдущего ряда провязывать 2 столбика с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали третий ряд. Вяжем четвертый ряд. 4 воздушные петли, 2 столбика с накидом в арку предыдущего ряда. Далее мы провязываем 2 столбика с одним накидом, каждый столбик провязываем в столбик предыдущего ряда. Первый и в следующий столбик провязываем второй. Дальше делаем 2 воздушные петли и в четвертый столбик 1, 2, 3, 4 мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в этот же столбик еще один столбик с одним накидом. У нас получается вот такая галочка. Дальше провязываем 2 воздушные петли. Над последними 2 столбиками перед центральной аркой провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и в следующий столбик второй. И в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли
и 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы все повторяем. Сначала провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязываем столбик над столбиком. Далее провязываем 2 воздушные петли. В 4 столбик 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И сюда же провязываем столбик с одним накидом. Дальше у нас 2 воздушные петли. И в конце ряда также мы должны провязать в последние столбики с одним накидом предыдущего ряда по одному столбику с одним накидом. 1 и 2. В арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и в 3 воздушную петлю подъема столбик с одним накидом. Мы провязали 4 ряд. Вяжем 5 ряд. 2, 3, 4. В арку 2 столбика с одним накидом. Дальше мы провязываем 3 столбика по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Первый, второй и третий. Итак, провязали 3 столбика. Дальше делаем 2 воздушные петли. И теперь мы в эту арочку будем вязать 2 столбика с одним накидом. То есть с каждым рядом у нас столбики будут прибавляться. Сначала мы провязывали по одному столбику. В этом ряду провязываем 2 столбика. Первый, второй. Делаем 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арочку, еще 2 столбика. 2 воздушные петли. И перед центральной арочкой мы также провязываем 3 столбика по одному столбику над каждым столбиком предыдущего ряда. Первый вот этот столбик мы не считаем, мы его пропускаем. Дальше вставляем крючок вот сюда, вот во второй. Провязываем первый, второй и третий. И в арочку уже вяжем знакомый нам элемент. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще раз 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. В арку провязываем следующий элемент. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. Между элементами мы всегда будем вязать по 2 воздушные петли. Здесь мы один столбик пропускаем и вяжем 3 столбика над каждым столбиком предыдущего ряда. 1, 2 и 3. 2 столбика мы провязываем в арку. Делаем одну воздушную петлю и в 3 петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. Мы провязали 5 ряд. Далее вяжем 6 ряд. В начале ряда у нас ничего не меняется.
Провязываем все то же самое. Дальше мы провязываем над каждым столбиком предыдущего ряда по одному столбику, но не провязываем над последним столбиком. То есть в этом ряду у нас получается, мы должны провязать 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. Теперь в этом ряду в арочку мы будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. Итак, вставляем крючок в арку и провязываем первый, второй и третий столбик с одним накидом. Между ними 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку еще 3 столбика с одним накидом. Дальше опять 2 воздушные петли. Перед центральной аркой также провязываем 4 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Первый столбик мы пропускаем, вставляем крючок во второй столбик и провязываем первый, второй, третий и четвертый. В арочку провязываем уже знакомый нам элемент. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала провязываем 4 столбика с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. В арку провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и сюда же в эту же арочку еще 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и заканчиваем ряд также 4 столбиками с одним накидом. Первый столбик пропускаем, провязываем, начиная со второго столбика, первый, второй, третий и четвертый. В арку провязываем 2 столбика с одним накидом, делаем 1 воздушную петлю и в третью петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 6-й ряд. Начинаем вязать 7-й ряд. В начале ряда ничего не меняется. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом в арочку предыдущего ряда. Далее мы провязываем над каждым столбиком по 1 столбику с одним накидом. В этом ряду мы должны уже провязать 5 столбиков с одним накидом. То есть с каждым рядом у нас столбики прибавляются. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик с одним накидом. То есть в каждом ряду вот эти последние столбики, они у нас будут не провязанные. Дальше у нас 2 воздушные петли. И мы переходим к этому элементу. Здесь тоже с каждым рядом у нас прибавляется по 1 столбику. Здесь мы провязывали 1 столбик с накидом. Дальше по 2 столбика с одним накидом. В предыдущем ряду провязали 3 столбика с одним накидом. В этом провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2,
3, 4. Между столбиками 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арочку, еще раз 4 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли. И перед центральной аркой также должны провязать 5 столбиков. Первый столбик не трогаем. Начиная со второго столбика провязываем первый, второй, третий, четвертый и пятый. В арочку провязываем знакомый нам элемент. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. В этом ряду у нас их 5. Две воздушные петли. В арочку провязываем по 4 столбика с одним накидом. Между столбиками 2 воздушные петли. Дальше 2 воздушные петли и ряд заканчиваем также. Сначала провязываем 5 столбиков с одним накидом, начиная со второго столбика предыдущего ряда. 2, 3, 4 и 5. В арочку 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и в третью воздушную петлю подъема столбик с одним накидом. И мы провязали 7 ряд. Вяжем 8 ряд. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля по рисунку. В арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше в 8 ряду над каждым столбиком предыдущего ряда мы должны провязать по 1 столбику с одним накидом. Дальше, там, где мы вязали 2 воздушные петли, под эти 2 воздушные петли мы также провязываем еще 2 столбика с одним накидом. И дальше в этом ряду мы будем вязать изнаночные рельефные столбики с одним накидом. В зависимости от ряда они будут и изнаночные, и лицевые. То есть с каждым раппортом именно этот ряд будет меняться в зависимости от стороны шали. Итак, у нас 4 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4. Заводим крючок с изнаночной стороны, захватываем первый столбик таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком. Захватываем рабочую нить. У нас на крючке 3 петли. Провязываем сначала 2, затем еще 2. Мы провязали первый рельефный изнаночный столбик. Дальше следующий столбик также, вот он у нас второй, также его захватываем. Крючок у нас перед столбиком. И провязываем.
второй рельефный изнаночный столбик и еще один захватываем, провязываем третий рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Дальше, а четвертый столбик мы должны провязать полустолбиком, то есть делаем накид на крючок, заводим также крючок с изнаночной стороны, крючок у нас перед столбиком, захватываем рабочую нить, у нас на крючке 3 петли и провязываем сразу через эти все 3 петли. Провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю и с этой стороны повторяем. Сначала первый столбик мы провяжем полустолбиком, также с изнаночной стороны заводим крючок, выводим рабочую нить и провязываем сразу все 3 петли на крючке. Дальше следующие 3 столбика уже вяжем полноценный рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Захватываем с изнаночной стороны второй столбик, провязываем через 2 и через 2. Следующий столбик и еще один столбик. То есть получается у нас 3 рельефные изнаночные столбика и 1 полустолбик. Дальше провязываем под арочку, где у нас были 2 воздушные петли. Мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Здесь над каждым столбиком по одному столбику. Их должно быть 7. В арочку мы уже знаем, что вязать. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала над столбиками мы провяжем столбики с одним накидом. Седьмой столбик. Под воздушные петли провязываем 2 столбика с одним накидом. И опять мы подошли к этому элементу, провязываем рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Заводим крючок за первый столбик с изнаночной стороны, так, чтобы у нас крючок был перед столбиком. Захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петли и еще раз через 2. Это был первый. Дальше провязываем второй и провязываем третий. Четвертый столбик мы провязываем полустолбик. Также заводим с изнаночной стороны, выводим рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываем через все 3 петли. Делаем одну воздушную петлю и переходим с этой стороны. Также сначала провязываем полустолбик и затем 3 изнаночных столбика с одним накидом. С этой стороны повторяем. Сначала под арку, где 2 воздушные петли, мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше 7 столбиков над столбиками предыдущего ряда. Два столбика с одним накидом в арку.
1 воздушная петля, и в 3-ю воздушную петлю подъема провязываем столбик с 1 накидом. И мы провязали 8 ряд. Итак, дальше мы вяжем 9 ряд, и начиная с 9 ряда наш рисунок будет повторяться. В начале ряда ничего не меняется, 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля по рисунку и 2 столбика с 1 накидом в арочку предыдущего ряда. Дальше провязываем 2 столбика с 1 накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Дальше делаем 2 воздушные петли, и дальше в 4-й столбик мы будем провязывать вот такую вот галочку. Мы будем формировать новый вот такой элемент. То есть у нас с каждым рядом эти элементы будут прибавляться. С этого ряда у нас будет основание для нового элемента здесь и здесь. Итак, провязываем в 4-й столбик 1, 2, 3, 4 столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. Дальше опять 2 воздушные петли. И дальше над этим элементом мы провязываем столбики с 1 накидом таким образом. Сначала мы провяжем 3 столбика с 1 накидом, начиная вот с этих 2 столбиков, которые мы провязали в арку под воздушные петли. То есть получается 1, 2, 3. В 4-й столбик вставляем крючок, провязываем 1 столбик, дальше 2 столбик и 3 столбик. Дальше мы провяжем 7 полустолбиков. Делаем накид на крючок, вставляем крючок в следующий столбик предыдущего ряда и провязываем полустолбик, то есть провязываем все 3 петли сразу на крючке. 1, 2, 3. Здесь не забываем, у нас воздушная петля, под воздушную петлю мы провязываем 4-й полустолбик, дальше 5, 6 и 7. И дальше мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. Дальше мы делаем 2 воздушные петли и в 4-й столбик вывязываем галочку. 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. Вот в этом ряду у нас уже 2 основания для вот этого элемента. Дальше провязываем 2 воздушные петли. Перед центральной аркой провязываем 2 столбика с 1 накидом. То есть здесь мы пропускаем 1, 2, 3, 4 и 5 мы провязываем по 1 столбику. В арочку вяжем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с 1 накидом. Далее с левой стороны провязываем, чтобы было симметрично. Для этого сначала провязываем 2 столбика с 1 накидом над столбиками предыдущего ряда. Дальше у нас по рисунку 2 воздушные петли и в 4-й столбик 1, 2, 3, 4 провязываем уже знакомый нам элемент. Столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с 1 накидом.
2 воздушные петли. Дальше опять начинаем вязать с 4 столбика. 1, 2, 3 пропускаем, в 4 вставляем крючок и провязываем. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик. Дальше вывязываем 7 полустолбиков. Первый, второй, третий. Под воздушную петлю мы должны провязать 4 полустолбик. Дальше 5, 6 и 7. И заканчиваем этот элемент 3 столбиками с одним накидом. 1, 2, 3. Дальше делаем 2 воздушные петли. 1, 2, 3. В 4 столбик провязываем галочку. Две воздушные петли и ряд заканчиваем. Сначала 2 столбика над столбиками предыдущего ряда. Дальше 2 столбика в арку, 1 воздушная петля и в 3 воздушную петлю подъема столбик с одним накидом. И мы провязали 9 ряд. Итак, мы начинаем вязать 10 ряд. В начале ряда у нас ничего не меняется. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петелька по рисунку, 2 столбика с одним накидом в арочку предыдущего ряда и в этом ряду 3 столбика с одним накидом. Мы уже вязали с вами это в 5 ряду. Дальше мы делаем 2 воздушные петли и мы вывязываем новый элемент. Да, вот этот вот мы его уже с вами связали. В этом ряду мы добавляем по одному столбику, то есть в арочку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Дальше будем вывязывать до конца вот этот элемент. С каждым рядом, вот здесь вот в этом месте, у нас количество столбиков будет сокращаться на 2. То есть, если в предыдущем ряду у нас тут было 13 столбиков, в этом ряду мы должны провязать 11. Между элементами делаем 2 воздушные петли. Итак, первый вот этот столбик мы пропускаем. Начиная со второго столбика вяжем столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Дальше повторяем все то же самое. Опять 2 воздушные петли. В арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Между элементами 2 воздушные петли. Перед центральной аркой провязываем 3 столбика с одним накидом. В арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Довяжите 10 ряд до конца самостоятельно. Итак, давайте проверим 10 ряд по левой стороне. После того, как провязали в центральную арку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом, провязали 3 столбика над столбиками предыдущего ряда.
2 воздушные петли, в арку провязали 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, дальше провязываем 11 столбиков с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Первый и последний столбик у нас должны быть не провязанные. Дальше 2 воздушные петли, в арочку опять провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика, 2 воздушные петли дальше. И в конце у нас провязано 3 столбика с одним накидом, 2 столбика в арочку предыдущего ряда, воздушная петля и столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема. Вот таким образом у нас провязано 10 рядов. Далее 11 и 12 ряд свяжите самостоятельно. Я думаю, у вас не должно возникнуть трудностей. Итак, 11 ряд, в начале ряда у нас ничего не меняется. 3 воздушные петли подъема, воздушная петля, 2 столбика в арку. В этом ряду мы уже провязываем 4 столбика с одним накидом. Между элементами у нас по 2 воздушные петли. Где мы формируем новый элемент, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 2 воздушные петли и еще раз 3 столбика с одним накидом в арочку. Дальше 2 воздушные петли, где мы заканчиваем вывязывать уже этот элемент, мы вяжем 9 столбиков с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда, и опять первый и последний столбики мы не трогаем. Вот у меня провязан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше у нас все повторяется. 2 воздушные петли, вывязываем по 3 столбика в арочку, довязываем до центральной арочки также 4 столбика с одним накидом. Здесь у нас 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. И с левой стороны все повторяем. Итак, 12 ряд выглядит следующим образом. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Дальше в арке у нас по 4 столбика с одним накидом. Между столбиками 2 воздушные петли. Здесь у нас 7 столбиков с одним накидом, провязанных над каждым столбиком предыдущего ряда. И все повторяется. Перед центральной арочкой также провязываем 5 столбиков с одним накидом. В арку уже знакомый элемент. 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. И с левой стороны все повторяем. На данном этапе у нас провязано 12 рядов. Итак, мы начинаем вязать 13 ряд. В начале ряда ничего не меняется. Провязываем самостоятельно 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом в арку предыдущего ряда. Далее провязываем над каждым столбиком по одному столбику с одним накидом. У нас должно получиться 7 столбиков. Дальше под 2 воздушные петли предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. И теперь в этом раппорте мы будем вязать рельефные лицевые столбики с одним накидом, чтобы у нас выпуклая вот эта часть была всегда на лицевой стороне. Так как мы сейчас находимся на изнаночной стороне, значит мы должны провязать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Итак, делаем накид на крючок. И заводим крючок теперь таким образом. Вот у нас 4 столбика провязанные в предыдущем ряду. Первый столбик захватываем таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком. И провязываем первый. Дальше захватываем второй столбик.
Провязываем третий рельефный лицевой столбик с одним накидом. А за четвертый столбик мы должны провязать полустолбик. То есть у нас 3 петли на крючке, провязываем через все 3 петли. Дальше не забываем, у нас здесь одна воздушная петля. И переходим на эту сторону. Опять также сначала провяжем полустолбик. И дальше 3 столбика рельефные лицевые. Первый, второй и третий. И вот эта вот выпуклая часть у нас будет с лицевой стороны. Дальше провязываем все точно так же, как мы вязали в 8 ряду. Под воздушными петлями провязываем 2 столбика с одним накидом. Здесь провязываем над каждым столбиком предыдущего ряда. У нас это 7 столбиков. И под воздушными петлями опять 2 столбика с одним накидом. То есть после последнего рельефного столбика и до следующего элемента у нас должно получиться 11 столбиков с одним накидом. 2 столбика под воздушные петли, 7 столбиков над каждым столбиком предыдущего ряда и 2 столбика опять под воздушные петли. И дальше мы повторяем опять рельефные лицевые столбики с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый мы провязываем полустолбик, провязываем все 3 петли на крючке. Одна воздушная петля. Сначала провязываем полустолбик, дальше провязываем 3 рельефные лицевые столбика. И перед центральной арочкой провязываем 2 столбика с одним накидом под воздушные петли. Дальше над каждым столбиком по одному столбику. Это у нас получилось 7 столбиков с одним накидом. И теперь в центральную арку уже знакомый вам элемент. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Разворачиваемся и по левой стороне провязываем все то же самое. Сначала 7 столбиков с одним накидом. Дальше 2 столбика под воздушные петли. Переходим к элементу, провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Провязываем 3 таких столбика. А четвертый у нас полустолбик. Одна воздушная петля. И еще раз полустолбик сначала. А затем 3 рельефных лицевых столбика. Два столбика под воздушные петли. 7 столбиков с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. И опять 2 столбика под воздушные петли. Провязываем рельефные лицевые столбики с одним накидом. И четвертый это у нас полустолбик, 1 воздушная петля. И еще раз повторяем.
Дальше опять под воздушные петли 2 столбика. 7 столбиков с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Под арку 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в третью воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. И таким образом мы провязали 13 ряд. И дальше мы продолжаем вязать, повторяя с 9 по 13 ряд. То есть всего 5 рядов мы будем вязать, пока не свяжем всю шаль. Итак, 13 ряд, в зависимости от раппорта, мы вяжем либо рельефные лицевые столбики с одним накидом, либо рельефные изнаночные столбики с одним накидом. То есть, если у нас лицевая сторона, а у нас лицевая сторона это та, где вот эти столбики, вот видите, они выпирают. Это лицевая сторона. Значит, здесь мы вяжем рельефные изнаночные столбики. А когда будем мы на изнаночной стороне вязать этот ряд, мы провяжем рельефные лицевые столбики с одним накидом. Итак, еще раз напоминаю, раппорт данного узора составляет 5 рядов. Повторяем с 9 по 13 ряд. Для вашего удобства в описании к этому видео будут тайм-коды на каждый ряд. Вы сможете с легкостью перейти на нужный вам ряд. Я очень надеюсь, что вам было все понятно. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!